Здравствуйте, с вами канал Вкусный огород Барнаул. Продолжаем рубрику про братьев наших меньших, про животных, про птичек и про всех прочих. Часто они нас очень радуют, иногда и не радуют, но всегда общаться с ними очень интересно. Вот рассказывает зритель канала Оксана. У меня был совсем недавно случай. Мама серьезно заболела, лежала полгода в специализированной больнице. А больница далеко, 250 километров от нашего города. И полпути через поля. Едем с папой. Начался ливень. Пока доехали, пока там посидели, едем назад. Смотрю, аж вздрогнула. То ли висит на дереве, то ли бог знает что. Птица. Хищник, коршун или ястреб, я не очень разбираюсь, у нас много таких. Едем дальше, сидят в линию на проводах, крылья висят как мертвые. Говорю отцу, что происходит? А он, крылья сушат. И правда, так они сушили крылья. Обычно они группами не сидят, а это расселись на проводах, как носки на сушилке. Очень забавно. Галина рассказывает. Здравствуйте, Виктор Тимофеевич. Хорошая идея рассказа про животных. Напишу и свою историю, на мой взгляд, комичную. Может, прочитаете в ваших видео, если сочтете возможным. Дело было на даче под Ярославлем. Наша дача находится совсем рядом с лесом. Особенно нам никто не досаждает. Но зайцы, белки и даже змеи появляются регулярно. И вот однажды утром готовила на кухне завтрак. Муж дремал в соседней комнате, а мама находилась на улице недалеко от дома. В двери, чтобы не летели комары, висела тюлевая занавеска до пола, которую свободно шевелил ветерок. Вдруг вижу, скачут две белки по дорожке прямо к нам в дом. Проскочили мимо меня, забежали в комнату, в которой дремал муж. Я его окликнул. «Саша, видишь? Они уже мимо меня обратно скачут». Выскочили и прямо по дорожке бегут вперед. А мама как раз вышла на ту дорожку. Они обе заскочили на нее, примерно до груди повернулись, также соскочили. Двигались белки по маме, как по дереву, несколькими прыжками. Не царапались, ничего. Мама оторопела от такой наглости и неожиданности. А белки, спрыгнув, поскакали к забору, где они, как выяснилось, нашли лаз. И убежали через соседний участок в лес. Долго мы еще потом подшучивали над мужем, мол, к тебе аж две белочки приходили. Интересная интерпретация случая. Пишет зритель Ватрушка. Здравствуйте. Хочу рассказать про моего питомца маленькая песчанка, мышка. Один раз забыл закрыть клетку, и Бусик сбежал. Мама проходила рядом и заметила это, и закричала мне, что он сбежал. Я вошел в комнату и увидел открытую клетку, а Бусю нет. Мы заметили его под кроватью, она в моей комнате была большая, двухместная, и стали мы его пытаться ловить. Мама устала, сказала, что ты не закрыл клетку, ты и лови. Я поставил клетку на пол, а он сам туда забежал, а я ее и закрыл. Почти год, как не стала мышонка, чуть больше 2 лет прожил. Оксана рассказывает. У меня были Себастьян и Сильвестр. Себастьян оказался Сибой. Тоже их уже нет, они живут-то 2 года, но убегали частенько мошенники. Вот 2 ловить вообще сложно. А убегали, поднимали сетку на потолке. Елена рассказывает. Здравствуйте, Виктор Тимофеевич. Очень интересная тема. У меня, на мой взгляд, поразительная история. Моя собака в прошлую зиму родила 11 щенков. Дело было 6 января. Морозы доходили до -48. Я переживала, как бы не замерзли. Соседка еще обрадовала в кавычках тем, что у их собаки все замерзли. Я каждый день проверяла своих, но они молчат, покрылись инеем и спят. Мать их всех согрела и сохранила. Мать-героиня. Вот такая интересная история. Спасибо большое за рассказы. Сейчас хочу рассказать 2 коротеньких истории про 2 овчарок, с которыми мне доводилось встречаться. На мой взгляд, довольно интересные животные оказались. Первый случай был на рыбалке.
Ну, частенько на рыбалке оказываются самые разные соседи. И вот в одном месте мы с приятелем рыбачили, и рядом расположились двое тоже рыбаков, и была у них овчарка. Здоровый такой кобель, очень умный, очень красивый, мощное такое животное. Ну, естественно, крупные собаки, они, как правило, довольно умные. Сразу он с нами познакомился, без понебратства, безо всякого, но не проявлял никакой глупой агрессии, вел себя очень достойно. И вот эта овчарка, сейчас не помню, как ее зовут, она расположилась рядом с хозяином, тот рыбачил, таскали мы карасиков, и вот он сидит рядышком, никуда не уходит и очень внимательно наблюдает за рыбной ловлей. Ну, наблюдает и наблюдает, ничего удивительного, всяко бывает. И вот в один прекрасный момент, или не очень прекрасный, вытаскивает карасика рыбак, хозяин этой собаки, карасик срывается с крючка, ну так иногда бывает, рыбаки знают, и падает неподалеку в траву. Вот тут эта овчарка сразу бегом туда подбегает к этой рыбке, но рыбки небольшие мы ловили, ну вот примерно с ладошку, карасики, но все равно не такие уж и маленькие. И вот она хватает ее и прямо буквально одномоментно, не разжевывая, 2 раза челюстями только щелкнула, и нету карася. Проглотила. Мы с другом просто опешили. Но никогда не видел, чтобы так собаки свежую рыбу, да еще с таким аппетитом ели. Ну, во-первых, это не очень полезно, на мой взгляд. Ну, это дело не мое, это вопрос к хозяину собаки. И вот она съела. Но мы удивились, посмеялись даже немножечко с хозяином. Да, говорит, он у меня такой, что упадет, очень любит карасей. Ну, говорит, я ему не мешаю. Но это еще не все. И вот рыбалка продолжалась, и этот кобель, он сидел неподалеку от хозяина, и рядом стояло еще ведро, куда складывался улов. Ведерко было прикрыто, я не помню, какой-то картонкой или дощечкой. Ну, рыбаки знают, у каждого свои подручные средства. И вот в один момент какой-то, видимо, очень активный карась, очень целеустремленный, он разогнался там в ведре, ударил по крышке и умудрился ее сдвинуть в сторону так, что выскочил из ведра. Тут тоже эта овчарка не растерялась, подскочил он, этот кобелечек, и цоп этого карася, и тоже мгновенно сожрал. Мы опять удивились. Ну а что же, говорим, это, ну, он на твой улов-то вроде бы как нападает. Он же у тебя умный, как ты говорил, берет только то, что срывается с крючка. И вот мне хозяин на полном серьезе говорит, что у меня, говорит, с ним, с овчаркой, с кобелем, договор, то, что упало на землю, то его. А в ведро, даже если открытое с рыбой, он никогда не лезет, ничего там никогда не тронет. И вот такие вот интересные моменты. Ну мы спросили, я не удержался, спросил, а ничего, говорю ему, что он так, ну, свежую рыбу, довольно крупную, с костями, ну, может быть, не очень здоровую, я не знаю, конечно, хотя карась там хороший, ну, ест собака свежую рыбу, ну это не совсем естественно. Нет, говорит, нормально, много лет уже эта собака не такая уж и молодая, все время кушает с удовольствием, ничего с ней не делается. И вроде бы он даже советовался со специалистами, говорят, ничего страшного, это естественная еда бывает в природе у них. И она прекрасно справляется с перевариванием вот такой пищи. Вот такая была интересная собачка на рыбалке. То есть принцип у них с хозяином был такой, то, что в ведре хозяину, но если что-то упало из ведра, неважно, с удочки ли сорвалось, или из ведра выскочило, то это уже принадлежит собачке. Второй случай произошел у меня на даче. Но если точно, не совсем на моей даче. Было дело так. Однажды я приехал не то чтобы даже ранней весной на дачу, скорее поздней зимой. Еще сугробы были, ну, практически, ну, не по колено, но очень большие. И вот у меня тогда была Нива. Что мне там надо было делать? Ну, какую-то работу провести срочно, что-то там по ремонту. У меня было свободное время. Ну, Нива есть Нива, я на ней проехал практически до самого участка, хотя по сугробам. Ну, правда, даже один раз застрял немножко. Но подкопался, проехал, вопросов нету. Электричество было, протопил печь, ну и расположился ночевать, работать. То есть дня на 3 я хотел там поработать, некоторый ремонт сделать и остаться. И тут я как-то вышел из домика, смотрю, проходит мужчина, смотрю, сосед.
Но я с ним не был близко знаком, как-то так. Ну, здоровались иногда. А тут увидел, ну, естественно, разговорились. Никого больше близко нету, только там охрана, но она вдалеке, у них домик. Я говорю, а ты что здесь? Я говорю, здесь всю зиму живу. Ну, и там слово за слово поговорили, познакомились. И у него была собака. Вот и я помню ее, как зовут. Тоже кобель, овчарка, такая красивая, тоже очень хорошая собачка. В расцвете сил. Грей ее звали, если не ошибаюсь. Тоже мы с ним познакомились. Ну, я с собаками хорошо обращаюсь, они меня, как правило, не то чтобы любят, но терпят. Во всяком случае, покуса не было ни разу. Я их не сильно боюсь. Была у меня у самого овчарка. И поэтому вот эта собака как-то сразу нашла со мной общий язык. И вот мы познакомились с ним. Ну и как-то получилось так, что ну, приходи, говорит, ко мне скучно там сидеть одному. Приходи мне в обед где-нибудь, ну, или там какое-то время, чаю попьем. У меня там чай хороший, ты как поработаешь здесь, вот так приходи, чайку попьем. Ну я думаю, что делать, мне тоже делать нечего. Пришел к нему, мы попили чаю, поговорили, поболтали на разные темы. Потом вышли на улицу покурить. Я тогда еще курил, к сожалению, должен сказать. Но давно это уже было. И вот смотрю, этот Грей крутится около нас. И раз тут где-то невдалеке стайка воробьев прилетела. Ну, понятно, они и зимой тоже никуда не улетают. И вот этот мой сосед сразу как увидел воробьев, ой, стой, 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 говорит, Виктор, сейчас я, говорит, это, забегает в домик, вытаскивает ружье, у него там было ружьишко, ну, такое не очень, но, тем не менее, вполне работоспособное, как выяснилось. Берет это ружье и тут же буквально, ну, он, видимо, хороший охотник, я-то нет, я в них плохо понимаю, в ружьях, и тем более в охотничьих делах, но он берет его буквально навскидку, аккуратненько там дробь или что там, как, бабах там, ну, правда, много воробьев он не застрелил, но один упал. Одного воробья он все-таки подцепил. Самое интересное произошло дальше. То есть стало ясно, зачем он это сделал и почему. Вот этот Грей, ну он же сразу как увидел воробьев, сразу насторожился, сразу сделал стойку какую-то непонятную для меня тогда. А когда хозяин с ружьем выскочил, он уже стоит, уже и ждет, прямо весь в нетерпении, весь аж трясется. И вот как воробей упал, он прыжками через сугробы, а сугробы довольно крупные. Ну овчарка хорошо по сугробам бегает, кто видел, те знают. Подбегает к этому воробью и тоже цоп его, и буквально не жуя, раз, и проглотил. Я так посмотрел, ого, говорю. Он говорит, о, этот мне сосед-то. Говорит, он знаешь, как любит, говорит, воробьев. Я, говорит, специально его балую иногда. Ну, жалко, конечно, птичек. Ну, раз уж так они дружат со своей собакой. Вот, говорит, я его периодически, не часто, но иногда вот таким образом балую. То есть воробьишку подстрелю. Ну, больше там ничего нет. Голубей там нету. Воробьи, ну, что там еще может быть в нашей местности зимой? Ну, не знаю, рябинники какие-нибудь, но они не такие глупые, как воробьи. Они близко не подлетят никогда. И вот он таким образом развлекал, баловал вот эту овчарку Грея. Тоже такого я никогда не видел, чтобы овчарка с такой жадностью, с таким удовольствием. Я сам же видел, как он ее кормил, то есть у нее еды в достатке, а вот схватить воробья, сожрать там вместе с перьями совсем за одну секунду, какое-то было, видимо, особенное удовольствие для этой собаки. Ну, им виднее. Вот такие отношения тоже были у хозяина с собакой. Он баловал ее иногда подстреленными воробьями. Как не жалко воробьев, но тут уж ничего не поделать. Вот такая была история по поводу вот этих овчарок. Одна любила рыбку свежую, вторая любила птичек свежих. И то, и другое может быть не совсем естественно. Но тем не менее. Еще один случай, совсем про других животных, который произошел со мной, ну, довольно далекой от города деревни, 120 километров, верх Кучук, местные знают. В то время там жили родственники, и частенько я туда тоже приезжал. Они занимались огородом, кстати, были хорошие огородники, многое у них почерпнул, и вот у них был очень хороший огород. Ну, когда приезжали в гости, там и отдыхали, и рыбачили, ну, конечно, помогали им и по огороду. И вот там однажды я заметил такую картину. Была у них грядка, ну а как часто делают в деревнях грядки, огородники знают, они их делают высокими, ну, чтобы они были теплыми. Там навоз вносится, солома слоями, ну и так далее. Такая она потом горит, теплая грядка, и там отлично растут огурцы там, и так далее и тому подобное. И вот была сделана такая высокая грядка, на ней растут уже огурцы, это было лето, ну огурцы, я что-то пошел по огороду посмотреть, что там происходит, подхожу к этой грядке и чуть не упал от удивления. Оказалось, на этой грядке, ну вот не поверите, штук, наверное, 100 змей.
Потом-то выяснилось при ближайшем рассмотрении, что это не змеи, это ужи. Ну, а издалека-то не видно, я уж потом, когда спросил, подошел поближе, мы вместе подошли, ужи. Ну, штук, наверное, 100, а то и больше. Ну, кто их бы там считал? Ну, там вся грядка, они лежат там и покрупнее какие помельче, каких только нету. И вот они лежат, все разложились там среди этих огурцов, прямо их туча просто. Никогда такого не видел. И греются на солнышке. Она и грядка еще теплая. Это, наверное, было все-таки начало лета, сейчас уже не помню. И сверху солнышко припекает. И они вот на этой грядке лежат днем. Ну, хозяин их не трогал. Зачем? Говорит, ужи. Ну, он-то уже знает их, что это ужи. Они никакого вреда не приносят, даже в таком большом количестве. И вот они таким образом там дружили. И эти ужи в огромном количестве вот там находились в этот момент на грядке. Такого, повторюсь, не видел никогда. Естественно, я спросил, говорю, а как насчет змей? Раз уже столько много, может тут и змеи где-то есть? Нет, говорит, змей здесь нету. Где много ужей, они как-то не уживаются. Ну, я плохо в этих делах разбираюсь. Ну, вот говорил так, что змей нету, только ужи. А ужи, пусть, говорит, они там хоть сколько, хоть 1000, говорит, приползают, я буду им только рад. Вот такая была интересная история с ужами. Ну и в конце пожелаю всем, у кого есть что-то интересное по этому поводу рассказать для нас всех остальных. Всем всего самого доброго. До свидания.